Свой шестой студийный альбом фолк-рок группа «Америка» выпустила в апреле 1976 года под названием «Hide Away». В моей коллекции данный альбом представлен все еще запечатанным оригиналом, выпущенным в США. Я купил этот альбом где-то лет 15 тому назад, поставил его на полку и, собственно, все до него никак руки не доходили. Но мой этот рассказ – хорошая причина для того, чтобы наконец-то открыть этот альбом и послушать. Альбом «Hide Away» «Укрытие» был также спродюсирован Джорджем Мартином, а Джефф Эмерик был звукорежиссером этой записи. Он был записан в феврале 1976 года на ранчо Карибу в штате Колорадо, что и вдохновило группу на название альбома «Hide Away». Фотографии на обложке альбома и внутренней стороне конверта отражают зимнее время года, когда шла запись альбома. На этом альбоме трио продемонстрировало продолжение своей эволюции под влиянием продюсера Джорджа Мартина. И эти изменения явно шли на пользу группе. Они еще больше совершенствовали свой акустический фолк-роковый стиль, добавив к нему более широкое музыкальное оформление. Альбом «Hide Away» показал себя достойным продолжением творчества группы и стал одним из лучших в славной карьере трио. В альбоме «Hide Away» парни снова показали свою способность удачно смешивать различные музыкальные стили, включая элементы поп-музыки, софт-рока, кантри, и тем не менее оставаясь в основном в русле фирменного фолк-рокового звучания. Альбом «Hide Away» хорошо сбалансирован по песенному материалу с прекрасным вокалом и инструментальным исполнением, дающим каждому инструменту показать его лучшие стороны. Песенный материал альбома представляет собой хороший набор интроспективных и часто созерцательных композиций, исследующих тему любви, самопознания и тоски. Открывает альбом песня «Lovely Night» с оптимистичной и запоминающейся мелодией, которая задает общий тон всему содержанию альбома, настраивая слушателя на позитивные эмоции от прослушивания. Далее следует песня «Amber Cascades» «Янтарные каскады», написанная Дьюи Баннеллом. Она отличается прекрасной атмосферной аранжировкой с удачно выстроенным инструментальным набором, который гарантирует органичное сочетание с вокальными партиями. Песня достигла 75-го места в чарте синглов Billboard. Третья песня на альбоме под названием «Don't Let It Get You Down» набирает более ритмичный темп, сопровождающийся хорошим сочетанием партий вокала, электрогитары, клавишных и духовых инструментов, демонстрируя разнообразную музыкальную палитру группы. Текст песни ободряет и призывает к стойкости, выступая как хорошее тонизирующее средство для сложных моментов в нашей жизни. Красивая короткоакустическая баллада авторства Дэна Пика «Can't You See» содержит трогательный вокал Пика с бэк-вокалом Джерри Бекли и Дьюи Баннелла и великолепное инструментальное сопровождение с приятными партиями гармоники. У нее один недостаток – она недостаточно продолжительная. Далее следует мягкий трек «Watership Down» – это песня Бекли с прекрасной созерцательной атмосферой безмятежности. Это самая длинная композиция на альбоме. Это одна из самых креативных и великолепно спродюсированных песен с длинными инструментальными пассажами и красивым бэк-вокалом. Эта позитивная песня хорошо оркестрована. Песня Дэна Пика «She's Beside You» поддерживает оптимистичную атмосферу содержания альбома. Заразительный ритм и запоминающийся припев гарантируют ей интерес со стороны слушателей. «She's Beside You» содержит партию фортепиано, исполненную самим Джорджем Мартином. Закрывает первую сторону короткая инструментальная композиция «Hide Away Part 1», написанная Баннеллом. Она органично вписывается в материал альбома и является приятным дополнением к нему. Вторую сторону альбома открывает трек «She's a Liar». Это песня Бекли с заводной рок-мелодией, основанной на отличной партии электрогитары, и движется она в сторону блюз-рока. Партия духовых инструментов органично подчеркивает центральную нить песни. Далее следует песня «Letter», автором которой был Баннелл. Мы слышим красивую партию бас-гитары, с которой начинается эта песня, обеспечивая дальнейшее гармоничное развитие мелодии. Песня Дэна Пика «Today's the Day» достигла 23-го места в чарте синглов Billboard, что сделало ее самым успешным синглом с альбома.
Это был последний хит трио, вошедший в топ-40 Америки. Также этот сингл попал в чарты Канады на номер 16, Австралии на номер 55 и Франции на номер 67. У песни приятная мелодия с интересным гармоничным развитием. Дэн Пик рассказывал, что его песня Today's the Day вдохновила Рода Стюарта на написание трека Tonight's the Night Gonna Be Alright, который стал синглом номер 1 в США и принес Стюарту международный успех. Пик вспоминал, что когда он и его гость Род Стюарт играли вечером вместе в домашней студии звукозаписи Пика, Дэн сыграл свою песню Today's the Day, над которой он тогда работал. Род заявил, что она ему очень понравилась и что она дала ему идею на написание его новой песни. Следующая песня Jet Boy Blue – это еще один трек, обеспечивающий альбом разнообразия стилей. И записан он в лучших традициях трио. Приятный поп-рок с хорошим сочетанием акустической и электрогитар. Эта песня, как и ряд других, к примеру Watership Down, Don't Let It Get You Down и Lovely Night, получили регулярную радиотрансляцию на FM-станциях. Душевная песня Who Loves You подчеркивает мягкие вокальные гармонии группы. Очень красивая, приятная песня с хорошим инструментальным наполнением и нежной содержательной работой духовой секции. Завершает альбом короткая композиция Hideaway Part 2, в которой партию фортепиано снова исполнил Джордж Мартин. Вполне удачная идея завершения обеих сторон пластинки инструментальными композициями. В ту эпоху это был довольно распространенный прием. Интересная деталь. Конструирование Джорджем Мартином более интересного и сложного инструментального сопровождения в альбомах трио Америка принесло и дополнительные сложности для группы во время концертных выступлений. Они вынуждены были чаще менять инструменты во время исполнения песен на сцене. Это привело к тому, что группа расширила свой сценический состав для своего концертного тура 1976 года, включив Джимми Калира на клавишных и саксофоне и Тома Уолша на ударных, что дало группе возможность более качественно и комфортно исполнять аранжировки Мартина. Альбом Hideaway – это яркий представитель своей эпохи. Он был выпущен в период полного расцвета творчества группы Америка. Этот альбом обязателен в коллекции каждого любителя творчества трио Америка. Данный альбом занял 11 место в чарте Billboard и получил золотой сертификат.